welcome to the concert. Эти уроженцы канадской провинции Новая Шотландия отлично вписались в североамериканскую рок-культуру, которой всегда были присущи тонкие специфические черты, отличающие канадского музыканта от любого другого. April Wine не исключение. Их музыка относительно стабильна и безошибочно узнаваема, а вот все перемены состава этого славного коллектива в голове удержать довольно сложно. И несмотря на столь почтенный для рок-групп возраст, музыканты оригинального состава до сих пор помнят дату самой первой своей репетиции – 1 декабря 1969 года. April Wine появилась на свет в Галифаксе, как школьная группа, в которую входили тогда еще старшеклассник Майлз Гудвин, а также 3 представителя обширного семейства Хэнманов. Дэвид Хэнман стал гитаристом, Джим Хэнман – басистом, а Ричи Хэнман – барабанщиком. По легенде, в качестве названия было выбрано имя героини одной из самых ранних рок-опер – молодой девушки-наркоманки Апрель. Ричи она напоминала его тогдашнюю подругу, находящуюся в очень похожем состоянии, вспоминает Гудвин. Кроме того, нам обязательно нужно было название, которое не определяло наш стиль и вообще не имело бы ничего общего с музыкой, да и еще и звучало неплохо. Принимая любые предложения, они довольно быстро перемелькались в клубах и на танцплощадках окрестных городов, и вскоре покорили сердца антрепренеров соседнего Монреаля. И, наконец, добрались до студии грамзаписи. Перед записью своего дебютника они сменили место жительства на Торонто, по пути потеряв, правда, одного из основателей группы Джимми Хэнмана. Парень решил не бросать колледж, в котором он учился, и успешно заменили его Джимом Кленчем. Уже на первом альбоме Гудвин проявил незаурядный композиторский талант. Его песня «Скорый поезд» зазвучала на канадских радиостанциях и вошла в канадский топ-40. Группа приступила к работе над второй пластинкой. К сессиям был привлечен продюсер Ральф Мерфи, чьей задачей являлась раскрутка группы до международного уровня. Поставленной цели практически удалось достигнуть, и песня «Ты могла бы быть леди» не только возглавила национальный чарт, но и вошла в билбордовский топ-30. А альбом получил золото, однако при его записи они так разругались, что все Хэнманы ушли из группы. Между тем у Гудвина и Кленча сложился отличный авторский тандем, и они продолжили вести команду к вершинам, пригласив к себе в компанию барабанщика Джерри Мерсера и гитариста Гэри Моффета. В 1973-м вышел новый альбом, содержавший такие песни, которые войдут в их классический сет-лист. В его поддержку группа провела мощное национальное турне. А в 1975-м они выдали одну из своих лучших работ. Альбом, ставший в Канаде дважды платиновым, включал в себя не только рок-боевики, но и просто добротные композиции.
В 1976-м вследствие постоянных музыкальных и личных разногласий с членами группы прощается Кленч. Вакантное место занял Стив Ланг, который оказался не только хорошим басистом, но и незаменимым вторым голосом при исполнении баллад. Следующим релизом группы в 1976 году стал альбом «Весь мир сходит с ума». Это был их первый релиз, получивший платиновый статус только на основании предварительных заказов на продажу. Альбом содержал популярный заглавный трек, а также хитовую балладу. Их шестой альбом стал также платиновым и содержал самый популярный сингл группы на сегодняшний день. В 1977 году в Торонто состоялось совместное выступление группы и Rolling Stones. И на основе этого концерта был выпущен диск. Вскоре для большего драйва группа берет себе второго гитариста Брайана Гринуэя. Он был опытный боец и мог не только добавить жесткости в гитарном звучании, но и подпевать, играть на гармонике и писать песни. Его приход придал команде дополнительную гибкость, и Гудвин теперь время от времени мог переключаться на клавишные. Расширение состава принесло свои плоды, и следующий диск впервые получил золото за пределами Канады, а сингл с альбома застрял в Billboard на 11 недель. Коллектив стали приглашать к себе на разогрев группы вроде Rush и Styx. Восьмой студийный альбом полностью соответствовал своему названию и являлся самым тяжелым в дискографии группы. В его поддержку они гастролировали в виде открывашки у Назарет. Однако многие высказывали мнение, что хедлайнеров и разогрев нужно поменять местами. В 1981 году канадские рокеры достигли пика коммерческого успеха со своей новой работой. Альбом получил мультиплатиновый успех в Канаде и стал первым альбомом группы, получившим платиновый статус на международном уровне. Группа отправилась в обширный тур, выступив перед самой большой публикой за всю свою историю. Хоть в поддержку следующего диска провели также большое турне, альбом имел гораздо меньший успех, чем его предшественник. Обстановка в коллективе стала ухудшаться. Постепенно Гудвин начинает неоправданно доминировать в группе, он берет на себя продюсирование и написание большей части репертуара. В итоге это приводит к появлению массы проходных песен, и вскоре, несмотря на довольно стабильную популярность, группа все же принимает решение расформироваться, и ко времени выхода альбома 1984 года команде остались только Майлз и Брайан. Проект выпустил еще один альбом в 1986 и вскоре распался. Но уже к концу 80-х Ральф начал получать звонки от поклонников с просьбой возродить группу. Идея реформировать April Wine давно крутилась в голове у самого Гудвина, еще во время записи сольного альбома на Карибских островах, где он постоянно проживал в самом конце 80-х. Первый сольный альбом одного с ним названия вышел в 88-м, а в 92-м Гудвин возвращается в Монреаль и приступает к работе над своим вторым сольником, но бросает его в пользу April Wine. Гринуэй, также занимающийся сольной деятельностью,
без раздумий принимает предложение старого друга, как и Мерсер, оставивший ради такого дела свою работу. У Моффета не получается поучаствовать в проекте по контрактным обязательствам, и на его место рекрутируют гитариста Стива Сигала. И, наконец, самая большая удача – возвращение в April Wine Джима Кленча, специально приехавшего в родной город из Калгари. Первые концерты прошли с аншлагами, а вышедший после долгого перерыва диск быстренько взял золото. We'll be washed away if you believe in me the way that I believe. Впрочем, следующая работа уже не имела особого успеха, и группа приостановила выпуск альбомов до третьего тысячелетия. Лишь в 2001 на фирме Гринвея вышел студийник, записанный уже без Сигала. В 2003 музыканты выпустили концертную подборку, а 3 годами позже выбросили на рынок свежий материал. В январе 2007 команду вновь покинул Кленч. И после продолжительной борьбы с раком в 2010 году он покинул этот мир. Немного позже, в возрасте 67 лет, от болезни Паркинсона умирает и Стив Лэнг. Но, несмотря на это, коллектив продолжает гастролировать до сих пор, но о новом материале уже не помышляет.